Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас урок по пошиву обуви для куклы. Сегодня мы будем шить ленивые ботиночки, потому что они очень легко шьются. Куклы наши всегда имеют обувь. Это домашняя коллекция игровых кукол. И обязательно на них одеты на ногах туфельки, ботиночки. Это дополняет нашу куклу и придает ей необыкновенную красоту. Ну что ж, наша модель готова. В нашей модели в том числе есть вот такие ленивые ботиночки. Есть у других кукол ботинки, состоящие из 3 деталей. Если желаете, мы тоже такие смастерим. И вот темно-зеленые стоят ботиночки. Это из 2 деталей, но по другой схеме исполненные. Берем ножку нашей куклы и ставим на листик бумаги. И просто карандашом обводим. Обводим, и у нас получается овал. Сейчас я буду рисовать увеличенный вариант ножки нашей модели. Представим, что у нее вот такого размера нога. Я рисую вот этот овал. Мы просто обводим ножку кукле. Хотя, если обвести кукле ногу, она может иметь вот такую рельефную форму. Контур может быть, как у подошвы обуви. Но мы не будем заморачиваться с этим, поскольку у нас сегодня урок по построению именно ленивых ботиночек, которые вы можете сделать в домашних условиях максимум за 30 минут. Вот мы обвели наш контур ноги, получился овал. Мы согнули по оси симметрии и вырезаем для того, чтобы у нас овал был симметричный. Вырезали. Овал у каждого будет своего размера. Берем картон, обыкновенный картон из-под картонной коробки. И чем толще картон, тем нам удобнее будет изготавливать ботинки. Обводим нашу выкройку подошвы на картон и вырезаем. Наша подошва готова. Прочерчиваем ось симметрии и приступаем дальше к работе. Подошва наша готова. Теперь мы к подошве должны приклеить само тело ботиночек. Для этого нужно брать плотный материал, например, фетр или драповый материал, или любой плотный материал, можно даже из старых ваших вещей. Пальто, юбка, брюки. Измеряем по контуру длину, периметр овала. Измеряем половинку и умножаем на 2. Можно сразу измерить весь периметр овала. Вот у нас половинка 7 сантиметров. 7 сантиметров умножаем на 2 и откладываем 14 сантиметров. Это периметр овала. И высоту ботиночек
вы самостоятельно определяете в соответствии с размером ноги вашей куклы. Вот в нашем случае это 5 сантиметров. Обязательно добавляем нахлёст примерно 1 сантиметр для того, чтобы было удобно соединить нашу деталь. Вырезаем нашу деталь. В данном случае я беру фетр. Можно взять фетр более плотный. Ну а потом мы будем, конечно, вставлять шнурки и завязывать наши ботинки. Я уже вырезала, подготовила наше тело ботиночка по заданным размерам. И теперь наша задача приклеить к подошве. Начинаем клеить вот с отметки оси симметрии. Это условно у нас будет зад ботиночек. Ботинок со стороны спинки. Вот таким образом мы сейчас будем с вами наклеивать, и получится цилиндр. Продолжаем работу. Наша задача ясна. Берем клеевой пистолет. Можно взять абсолютно любой клей, например, Момент или другой клей. ПВА лучше не брать. И начинаем по периметру овала приклеивать нашу деталь. Клеится очень быстро, легко. Вот здесь у нас должен быть некоторый нахлёст. Ну, в данном случае у нас нахлёст достаточно большой, можно обрезать. Но я не буду обрезать для плотности задней части ботиночка. Пусть будет вот такой большой нахлёст. Желательно делать во внутреннюю часть вот этот соединительный шов. Вот у нас ботинок совсем почти готов. Осталось его только украсить. Отрезаем лишние кусочки, которые выходят за пределы нашей подошвы. И подготавливаем материал для оформления подошвы. Приклеиваем ее прямо к материалу подошву, не вырезая предварительно. Вот таким образом приклеили и аккуратненько по периметру овала отрезали. Советую не обрезать слишком много, пусть останется немножко лишнее, вы потом аккуратно подрежете. Вот у нас получилась и подошва, и готовый почти ботиночек. Теперь мы украшаем наш ботинок. Идеальное украшение – это обыкновенная резинка. Можно взять эту резинку потоньше, если ботиночек маленький, потолще. Но в данном случае я взяла потолще. Это более подходит по дизайну нашего ботинка. И приклеиваем аккуратно по периметру. Для подошвы лучше брать фетр поплотнее. Но можно брать такой, какой у вас есть в доме. Мы изготавливаем ботинок в домашних условиях.
для нашей домашней игровой куклы. Обрезаем, и украшение ботинка готово. Ботинок совершенно готов. Осталось только вставить шнурочки. Это очень легко. Находим носочек нашего ботиночка, загибаем материал, берем карандашик и ставим точечки, где будем прокалывать мы иголкой и вдевать шнурок. Вот таким образом мы симметрично делаем еще две точечки. Будем делать 2 отверстия иголкой. И начинаем сшивать наш шнурочек таким простым, незамысловатым способом. На какой высоте вшивать шнурок вы определяете на куколке. Можете примерить, ножку вставить и примерить, как удобно будет, на какой высоте ставить шнурочки. Отрезаем наш шнурочек, и ботиночек готов. Пишите, пожалуйста, в комментариях, желаете ли вы еще другие виды обуви для куклы изготовить. Также пишите, какие одежды вы желаете, чтобы мы провели уроки, мастер-классы по изготовлению одежды. Дальше мы будем изготавливать куклы в домашних условиях. Я вам желаю всяческих успехов, удач, подписывайтесь. Вы не пропустите наши новые удивительные встречи. До свидания!